Книга 13. Тао. Путь Вознесения. Человеческие плеядианские архетипы. Архетип Аполлон. Бог коммуникации. Аполлон был сводным братом Зевса, вследствие еще одного брака его матери. Аполлон прибыл на Землю с целью помочь создать систему коммуникации и поток энергии, необходимый, чтобы обеспечивать плеядианским формам непрерывную жизнь. Земля обладала существенно другим энергетическим потоком, чем тот, что существовал в их родной системе, наряду с желто-оранжевым Солнцем. Аполлон — это тот, кто проектировал 1900 пирамид на поверхности, и 100 во внутренней Земле, чтобы задействовать электрический поток, как перенаправленный к Земле поток с Ориона и Альфы Центавра. Электрический поток поддерживал наноком жизнь, однако при этом действовал разрушающе на всю остальную жизнь на Земле, включая людей красных народов. Когда-то, электрический поток имел дальнюю протяженность в пространстве, и коммуникация между Землей и их домом была жизнеспособной, благодаря телекоммуникационным системам или искусственным спутникам, стратегически размещенным между вашей Солнечной системой и Плеядами через определенное число световых лет. Эффекты, производимые развитой эфирной технологией, позволяли им практически мгновенно регистрировать сигнал. Нибиру, еще одна когда-то существовавшая в вашей Солнечной системе планета, была перемещена к Плеядам из-за Аполлона и коммерческой сделки между Зевсом и плеядианскими советниками. Одно из устройств коммуникации между Землей и Плеядами удерживает первоначальную орбиту Нибиру в вашей Солнечной системе по сей день. Нибиру — это умирающая безжизненная планета, в настоящее время покинутая подобно Марсу. Марс был доставлен в вашу Солнечную систему из другого творения при участии сириусианских ученых, точно так же как Нибиру была перемещена в Плеяды. Обе планеты умирают, так как имеют несовместимую генетическую структуру с той Солнечной системой, в которую каждую из них переместили. К тому времени, когда прибыли Ану, Марс был живым только глубоко под поверхностью, ближе к своему ядру. Фактически он стал мертвой планетой в первой четверти прошлого тысячелетия. Можно утверждать, что Аполлон, почти так же как древние сириусианские ученые, создал себе обширную карму из-за манипуляций с Солнечной системой. Аполлон женился на Гере и привез ее на Землю. Поскольку Гера была плеядианкой, она приняла свою роль как одну из Ану. Аполлон продолжал оставаться семейным советником, старающимся урегулировать споры и конфликты между всеми сторонами. Аполлон также был известен своими речами, специально написанными для цивилизации рабов, внушающих им проживать свои жизни в мире и единстве. Отсюда его роль как бога коммуникации для рабов. Аполлон и Гера удалились на Плеяды, оставив Землю после 8000 лет пребывания на ней. После написания мемуаров оба выбрали эвтаназию, и таким образом закончили свои жизни. Аполлон-2 и Гера-2 продолжили жить как брат и сестра. Аполлон-2, так же как и его отец, был одаренным в способах передачи информации и коммуникационных системах. Аполлон-2 никогда не состоял в браке и не имел потомства, закончив свою жизнь эвтаназией в возрасте 4600 лет. Люди, выражающие сегодня данный архетип, скорее всего, вовлечены в телекоммуникации или в самые разнообразные системы коммуникаций, существующие в человеческой технологии. Компьютеры и вычислительная техника — еще одна область выражения представителей этого первичного характера. Иногда люди данного архетипа доходят до руководящих постов, и, как правило, в сфере образования, или становятся авторами книг, потому как имеют способность писать в той манере, которая понятна другим или вдохновляет.